Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Знаю, что есть ошибочное мнение: в России живут только русские. Но нет. В России живут россияне, и это люди разных народов. Давайте в этом видео поговорим о людях, которые живут в России, точнее о народах, которые населяют Россию, и также остановимся на языках этих народов. Да, официальный язык в России – это русский язык, и в основном все на территории России говорят на русском языке, ну, должны говорить на русском языке, но, конечно, у них есть и свои национальные языки. Итак, первое мы с вами запомнили. Россия – это большая и многонациональная страна. На территории России проживает более 190 народов. Самый крупнейший народ – это русские, основной язык которых русский. Второй по численности народ – это татары. Говорят они на татарском языке. В России даже есть республика Татарстан со своей столицей, с городом Казанью. Если вы не были в Казани, то посмотрите это видео. Я очень люблю город Казань и несколько раз там была. Прекрасный город, в котором, кстати, тоже есть Кремль. Татары говорят на татарском языке. К примеру, татарское слово «салям», что значит «привет». Следующий народ – башкиры. Народ, который живет в республике Башкортостан. Язык башкирский, и вот вам пример слова на башкирском языке. Исенме. Как вы думаете, что значит? Ну, конечно же, это «здравствуй». Я не говорю ни на татарском, ни на башкирском, ни на большинстве языков, которые есть в России, поэтому могу делать ошибки. Извините, если вы знаете башкирский, татарский и другие языки и слышите, что я говорю неправильно, извините меня. Я хочу просто показать в этом видео, как много народов и как много языков есть в России. Итак, башкиры живут в Башкортостане и говорят на башкирском языке. Следующие – это чуваши. Проживают в Чувашии и говорят на чувашском языке. Например, пиренсе на чувашском означает «как дела?». Наверное, правильная с интонацией. Пиренсе – «как дела?». Следующее – якуты. Это народ Якутии, говорят на якутском языке. Например, слово «бей-эни», что означает «здравствуй». Следующий народ – чеченцы. Народ Республики Чечня. Язык чеченский. Салам алейкум, что значит «здравствуйте», а если дословный перевод, то это «мир вам». Далее, народ Коми. Это народ, который проживает в Коми, язык Коми и, например, слово «вой», что значит «привет». Это только малая часть народов России. Напомню, что их более 190 этнических групп. Это, наверное, самые многочисленные народы. Большинство народов России, а их уже около 100, это коренные народы. То есть они родились и живут до сих пор на территории России. То есть их основная этническая территория находится на территории России. К ним относятся русские, башкиры, татары, а также народы Сибири и Дальнего Востока, такие как коряки, ненцы, ханты и другие. А вот остальная часть – это малые народы с очень небольшой численностью. Их может быть несколько сот или даже несколько десятков.
например, курманы, меннониты и другие. Многие народы сохранили свои традиции, праздники и музыку. И когда вы путешествуете по этим регионам, то вы как раз можете заметить культурные различия. И в России официально признано 35 языков. Это помимо русского. То есть регионы в России, где сразу несколько официальных языков. Например, как в Республике Татарстан два официальных языка – татарский и русский. В Республике Башкортостан – башкирский и русский. И так далее. Таким образом, на сегодняшний день в России 12 языковых семей. 35 языков – это официально признанные языки, и где-то 238 языков и диалектов, которые еще как-то существуют. Как-то, то есть на них хотя бы немного говорят, есть какая-либо письменность, и их можно изучать в российских школах. Давайте посмотрим на несколько слов, которые перешли из языков народов России, и они остались в русском языке. Например, слово «сарай». Здесь вы можете написать, что сарай – это тюркское слово, но, например, татарский язык как раз относится к тюркским языкам. Сарай – это такое здание, либо это прям дворец. Арбуз, караван, казна, сокровищница, то есть государственные деньги, базар, в мегаполисах это будет называться как рынок, базар или рынок, пирог. Это были слова, которые перешли из тюркских языков, а семья тюркских языков тоже есть на территории России. Следующая семья языков – финно-угорские языки. К ним будут относиться мордовский, коми, удмуртский, карельский языки. Пороги в значении именно каменные уступы, которые бывают на реках. Лапоть – традиционная обувь, которую носили как раз на северной территории России. Следующее. Из кавказских языков. Слово «шалаш», кстати, возможно, как раз из адыгских языков. А это вот Республика Адыгея. Черкесска – традиционная одежда горцев. Лаваш, хлеб, такой вот хлеб, который, кстати, очень популярен на всей территории России. Из языков народов Сибири и Дальнего Востока есть такие слова, как тайга, тундра, это природные географические объекты, юрта, место жительства, чум, тоже место жительства, дом, и соболь. Это, кажется, из эвенкийского языка. Соболь как животное и соболь мех. Соболя очень ценился и ценится сейчас. Кстати, многие языки России имеют тоже много общих слов. Конечно, это понятно, потому что они из одной языковой семьи. Например, и в татарском, и в башкирском рахмет – это спасибо. В чувашском хёрле – это будет добро, что тоже как хорошо, спасибо. Якутский мехе – спасибо. Чеченский баркал – тоже спасибо. Запоминаем, как сказать спасибо на разных языках. В татарском рахмет, на башкирском рахмет, на чувашском хёрле, на якутском мехе, на чеченском баркал. Напишите, какие слова, выражения вы знаете не из русского языка, а из языков народов, которые населяют Россию. Напишите, в каких регионах России вы уже были и с какими народами вы познакомились. Если вдруг вы еще не путешествовали по России, то приглашаю вас в плейлист, где я путешествую по России и показываю разные города, регионы своими глазами. На этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club.
Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.